Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о работе ветряных турбин. В этом видео мы покажем процесс создания крупномасштабных ветряных турбин, от производства фундамента до создания лопастей и окончательной сборки. Кроме того, расскажем об особенностях установки ветряных турбин на море. Вы увидите, как шаг за шагом эти важные источники чистой энергии воплощаются в жизнь. Первым шагом в таком крупном проекте является закладка фундамента. С помощью взрыва динамита и использования тяжелых экскаваторов подготавливается строительная площадка. После того, как создан котлован, необходимо вырыть траншеи для прокладки электрических кабелей. Этих кабелей будет много, и все они будут тяжелыми из-за больших электрических мощностей, которые они будут передавать. Одна ветряная турбина может генерировать от 7 до 8 мегаватт-часов электроэнергии в год. Такое количество энергии потребляет примерно 1000 домов. Первый шаг на этапе строительства фундамента – нанесение первого слоя бетонного покрытия и выравнивание всей площади основания фундамента. В середине фундамента создается внутренний круг с отверстиями, который закрепляет место для установки анкерного устройства. Анкерное устройство состоит из двух полукруглых стальных пластин, соединенных между собой стальными стержнями и закрепленными при помощи 10-сантиметровых болтов. Анкерный каркас является неотъемлемой частью конструкции ветряной турбины. Он соединяет башню ветряной турбины с фундаментом и благодаря своей гибкости позволит противостоять различным силам, которые будут воздействовать на ветряную турбину. Прежде всего, это обледенение, сильный ветер и землетрясение. После установки сердечника анкерной клетки начинается строительство ее внешнего каркаса. Внешний каркас строится с использованием сложной стержневой конструкции, состоящей из перпендикулярных плоских стержней у основания и изогнутых стержней наверху, которые создают конструкцию в форме свода. Такая форма будет эффективно распределять вес ветряной турбины. Внешняя структура конструкции должна быть заполнена бетоном. Для этого используется бетононасос, который эффективно справляется с этой задачей, используя шланг для перекачки бетона из грузовика или контейнера на площадку. Чтобы заполнить конструкцию, потребуется примерно 1000 кубометров бетона или 100 грузовиков. По мере высыхания бетона он покрывается почвой, и таким образом формируется окончательный вид фундамента. Но прежде чем переходить к окончательной сборке, следует увидеть процесс изготовления и транспортировки лопастей ветровой турбины. Процесс изготовления лопасти ветряной турбины начинается с нанесения слоя гель-коута, жидкого материала, служащего защитным покрытием поверхности лопасти. После этого следует нанесение слоя стекловолокна, придающего прочность и устойчивость лопасти. Следующим добавляется слой тропической древесины, способный выдерживать большие физические нагрузки и при этом оставаться легкой. Затем две оболочки соединяются вместе, чтобы сформировать лопасть. Лопасти изготавливаются с использованием пресс-форм, которые создают две оболочки. Лишний материал с оболочек удаляется. Затем лопасть полируется, после чего она готова к окончательному тестированию и сборке. Размеры лопасти впечатляют. Ее длина составляет 88 метров, а весит она более 20 тонн. Крайне важно подвергнуть лопасть испытаниям, чтобы убедиться в том, что она сможет выдержать экстремальные условия и не сломается или не развалится во время работы. Лопасти проходят различные испытания на усталость материалов, которые могут продолжаться до 12 недель. Наконец, они готовы к транспортировке на место установки. Из-за своей длины, которая превышает размах крыльев большого самолета, сделать это представляется непростой задачей. Кроме того, большинство ветряных электростанций располагаются в отдаленных районах или на вершинах гор, и для этого требуется не только специальное оборудование, которое необходимо установить по прибытии, но и специальный транспорт для перевозки 90-метровых лопастей. За дело берется компания Doul.
отвечающая за транспортные системы. Она усовершенствовала свои транспортные средства для выполнения этой задачи. Для этого был задействован самоуправляемый прицеп, который вы видите на экране. Он помогает преодолевать крутые повороты. Грузовики также оснащаются телескопическими прицепами для размещения различных других длинномерных компонентов. Транспортировка лопасти такого размера может привести к перебоям в движении транспорта на дороге. Случаются даже аварии грузовиков со специализированным транспортным оборудованием. Причиной могут быть скользкие горные дороги, погодные условия или неопытность водителей. Для предотвращения этого полиция и группы регулировщиков дорожного движения иногда устанавливают передвижные контрольно-пропускные пункты на некоторых участках автомагистралей. Поэтому для транспортировки лопастей стараются выбирать тихие, проселочные маршруты, чтобы избежать пробок в более густонаселенных районах. После долгого путешествия команда сборщиков прибывает на строительную площадку. Она готова к сбору ветряной турбины. Процесс окончательной сборки ветряной турбины начинается с закрепления первой части сооружения – башни, идущей от основания фундамента. Башня закрепляется с помощью больших болтов. Их завинчивает мощная завинчивающая машина. Вторая часть башни поднимается при помощи крана. Операторы работают с платформы, расположенной на высоте стыков между частями башни. Они обеспечивают выравнивание частей башни, фиксируя ее место при помощи более 100 винтов. Для выполнения этого проекта требуется массивный кран, сборка которого занимает 6 дней. Такой кран может поднимать до 6 тонн груза за один раз. Когда самая верхняя, завершающая часть ветряной турбины будет установлена, ее высота может достигать высоты статуи Свободы в Нью-Йорке. Как только башня будет надежно закреплена на месте, приступают к установлению гондолы, важнейшего компонента ветровой турбины. Гондола – это кожух крышки, в котором находятся все генерирующие компоненты ветряной турбины, включая генератор, коробку передач, трансмиссию и тормозной узел. Ветрогенератор преобразует кинетическую энергию ветра в электричество. Он весит столько же, сколько 4 школьных автобуса. Ступица ротора служит центральной точкой, к которой крепятся лопасти. Сила вращения, создаваемая лопастями, передается на ветрогенератор. Теперь лопасти нужно прикрепить к ветрогенератору. Это одна из самых сложных частей процесса установки. Крюк прикрепляется к центру тяжести лопасти, что позволяет крану поднимать ее и удерживать параллельно земле при креплении к ротору. Крановщик должен быть особенно осторожным в тот момент, когда отцепляют крюк, чтобы предотвратить любой несчастный случай. Затем команда сборщиков тщательно готовит лопасти для окончательной сборки. Их работа на такой высоте особенно сложна и опасна. У этих людей должны быть стальные нервы, чтобы надежно закрепить лопасть на роторе, так как даже небольшая ошибка может иметь серьезные последствия. Наконец, сборка ветряной турбины закончена, и теперь она готова производить большое количество чистой энергии в течение десятилетий. Стоимость одного такого большого и сложного проекта составляет более $3 миллионов. А теперь посмотрим, как ветровые турбины устанавливают в море. Мир меняется, и его потребность в энергии постоянно растет. Одним из самых быстро развивающихся энергетических решений для прибрежных и островных стран является использование морских ветряных электростанций. Эти массивные комплексы состоят из огромных турбин, использующих энергию океанских ветров. Они преобразуют ее в электричество и направляют электроэнергию на берег. Здесь она будет использоваться вместе с энергией, поступающей из обычных источников. В первую пятерку рынков по совокупному количеству морских установок входят Китай 47%, Великобритания 22%, Германия 14%, Нидерланды 5% и Дания 4%. В настоящее время крупнейшим проектом ветряной электростанции в мире является ветроэлектростанция Dogger Bank, которая строится в 180 милях от восточного побережья Йоркшира, Англия, в Северном море. Когда строительство этой массивной станции будет завершено, оно будет включать в себя более 200 отдельных турбин.
Электричество, произведенное ветряной турбиной, направляется на берег по подводным кабелям. Поскольку морские ветры дуют на больших высотах и с более постоянной скоростью, чем на суше, они могут производить гораздо больше энергии, чем их наземные аналоги. Это делает их более привлекательными для инвестиций в странах, стремящихся получать возобновляемую энергию. Конечно, существует множество сложностей при работе турбин в море. Одна из самых главных проблем – это размеры компонентов современных ветряных турбин. Одни из последних моделей достигают высоты более 150 метров, а длина лопастей превышает 80 метров. При таких размерах собрать турбину достаточно сложно, а сделать это в море становится еще более невероятно сложной задачей. Плохая погода и плохая видимость нередко могут задержать установку турбины на несколько недель. Кроме того, вероятность потери или повреждения оборудования намного выше, чем на суше. Вот почему большинство компонентов турбины собирается на земле, а затем судно со специальными подъемными механизмами доставляет ее к месту установки. Фундамент для ветрогенераторов состоит из двух высоких металлических труб высотой в 10 этажей и переходных элементов, окрашенных в желтый цвет, размещаемых поверх труб. Загрузка судна-установщика этим гигантским грузом требует особой точности и большого опыта. Специальный механизм корабля вбивает трубы глубоко в морское дно, пока не достигнет твердой опоры. Ветряная турбина должна быть прочно закреплена на морском дне, поэтому стальная труба вбивается в грунт на глубину примерно 35 метров. Только после этого можно собрать гондолу и лопасти ротора в единую башню турбины. Эти самоподъемные суда спроектированы с опорными стойками, которые можно поднимать или опускать на морское дно. Они обеспечивают устойчивость судна во время проведения морских операций. Самые крупные и передовые из них оснащены 100-метровыми опорами, которые позволяют устанавливать турбины на глубине до 65 метров. Выглядит это так. Когда судно находится на плаву, опоры постепенно вдавливаются в грунт по двум диагоналям, обеспечивая грузоподъемность в 8000 тонн. Когда опоры опускаются, все двигатели выключаются и начинается подъем судна, так называемое поддомкрачивание. Судно выталкивается из воды. Таким образом, поднятое судно становится рабочей платформой, которая прочно стоит на 4 опорах. Огромная площадь палубы позволяет судну перевозить компоненты ветряных турбин. Судно оборудовано мощным краном с большой грузоподъемностью. Кроме того, имеется еще 2 вспомогательных крана для подъема компонентов во время установки. Поверх монолитной сваи размещается переходная часть. Она обеспечивает прочную основу для турбины и служит платформой для техников, прибывающих на лодке. Когда фундамент установлен, судно возвращается в порт, чтобы доставить ветряную турбину и компоненты к ней. При идеальных условиях, чтобы погрузить на судно 4 башни, 12 лопастей и блоки управления, потребуется всего 12 часов. Компания Siemens разработала специальную подъемную скобу с автоматическими соединениями, чтобы техники могли перемещать большие компоненты и прежде всего башню с помощью дистанционного управления с безопасной палубы судна. После того, как только башня установлена, приступают к установлению корпуса турбины, а именно ступицы ротора и гондолы. Здесь находятся генератор и все остальные электрические компоненты, которые преобразуют кинетическую энергию ветра в электричество. Затем устанавливают 3 гигантских лопасти несущего винта. Когда огромная лопасть выровняется внутри ячейки, техники делают последние корректировки, после чего она плавно и безопасно стыкуется с ротором. Такая турбина может быть установлена за 1 день. В течение следующей недели технические специалисты подключают все кабели и тщательно проверяют все компоненты. Таким образом, ветроэлектростанция вступает в строй. На больших глубинах, где построить турбины с неподвижным фундаментом невозможно, используются плавающие ветряные турбины. Эта морская ветряная турбина устанавливается на плавучей конструкции, которая позволяет турбине вырабатывать электроэнергию далеко от берега, в глубоких местах.
Плавучие ветряные электростанции могут значительно увеличить площадь моря, доступную для морских ветровых электростанций, особенно в странах с ограниченным мелководьем, таких как Япония, Франция и западное побережье США. Расположение ветряных электростанций дальше от берега также может уменьшить загрязнение моря, обеспечить лучшее размещение для рыболовных и судоходных путей, добиться воздействия более сильных и устойчивых ветров. Глубоководные турбины должны оставаться плавающими на буйках, поэтому для них применяют два распространенных типа инженерных конструкций, которые включают в себя системы натяжных опор и цепных подвесных систем. И хотя технология работы этих турбин достаточно проста, их техническое обслуживание является постоянным источником головной боли инженеров и представляет определенную опасность для жизни человека. Даже просто попасть в башню, когда вокруг бушует штормовое море, уже представляет опасность. Но, несмотря на все проблемы и затраты на строительство, все больше и больше стран во всем мире стремятся развивать или расширять свою ветряную энергетику. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!